Если вы собираетесь в дорогу и переживаете за сохранность наличных денег, то можно сделать вот такую хитрость. Наличные деньги, которые вы не собираетесь тратить в дороге, можно зашить в карман. Вот такой несложный потайной шов поможет вам с этим легко справиться. Сначала прокладываем строчки. Теперь вынимаем поочередно все петельки, чтобы они торчали, и тянем за основную нить. Шва не видно, а карман не откроешь. Чтобы быстро почистить яйца, даже те, которые плохо чистятся, есть супер способ. Наливаем в стакан немного воды и кладем яйцо. Закрываем стакан ладонью и колотим яйцо в стакане. Вот яйцо и очистилось от шкарлупы. Если яиц больше, чем одно, то лучше взять судочек, налить немного воды и закрыть крышкой. И все яйца очистятся быстро и легко. Когда в семье кто-то болеет, мы чаще всего сталкиваемся с высокой температурой и частыми ее измерениями. Из-за неправильного возвращения ртути к нижнему значению, а именно сильному и резкому стряхиванию градусника, получаем еще одну неприятность – боль в кисти и предплечье. Новые градусники уже продаются вот в таком правильном защитном чехле со штучкой для сбрасывания ртути. За нее нужно взять и пошатать в разные стороны, а не так, как это делаем мы, резкими рывками. Но у нас такого чехла нет, поэтому попробуем повторить подручными средствами. Кладем градусник в небольшое полотенце, накрываем его и сворачиваем полотенце. Свернули, взяли за край и потрясли в разные стороны. Разворачиваем. И вот теперь ртуть опять на старте. На моем диване из кожзама появились вот такие порванности от частого раскладывания. Я уже отчаялась, но потом увидела на Алиэкспресс вот такой кожзам на клеевой основе и решила заказать. Ссылка на него в описании под видео. Обезжириваем кожзам вокруг дырки, срезаем торчащие детали, замеряем необходимый кусок и вырезаем из куска кожзама. Отклеиваем кожзам от бумаги и клеим на диван. При необходимости равняем край. И вуаля! Почти незаметно. Только присмотревшись и при правильном свете заметен шов между деталями. Но на него не обращаешь внимания, так же, как и на заводской. Чтобы не мучиться с мытьем сетки из вытяжки, не бойтесь ее мыть в посудомоечной машине. Загрузили и достали чистой. Там она прочистится и будет как новая. Ни одно химическое средство от жира не справится лучше, так как сетка имеет очень мелкие отверстия и отмыть их очень тяжело. Покажу вам лайфхак для всех, у кого есть диван. У вас тоже вот такой беспорядок на диване. Пледы, игрушки, подушки. Устранить это достаточно легко. Покупаем 2 декоративные наволочки на подушки, но без самих подушек. И в них прячем все, что валяется на диване. Во-первых, наводим порядок, а во-вторых, эти пледы всегда под рукой, если вдруг стало прохладно и захотелось укрыться. Вот так 2 простые наволочки стали решением постоянной проблемы.